Позиция Москвы по вопросу членства Украины в Европейском Союзе внезапно изменилась. Теперь они против. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью британским СМИ. Последовавшие за этим объяснения российского дипломата, как обычно, оказались нелепыми. Россию, дескать, насторожили слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что эта война должна быть выиграна на полях сражений, и что якобы ЕС является лидером в поставках оружия Украине. Это очередное передергивание и манипулирование фактами со стороны российского внешнеполитического ведомства. На самом деле НАТО и тем более Европейский Союз никакого оружия в Украину не направляют. Поставки идут исключительно на основе двухсторонних межгосударственных договоренностей Украины с конкретными государствами-партнерами. А соответствующее лживое заявление было сделано российским дипломатом в связи с провалом их так называемой специальной военной операции в Украине и пересмотре вследствие этого своих дальнейших планов. Ранее 1 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос вступления Украины в Евросоюз необходимо рассматривать отдельно от ее возможного членства в НАТО. ЕС не военно-политический блок. В этом плане, в плане стратегической безопасности, тема лежит в другой плоскости, пояснил он. Напомним, что столь дружелюбное заявление было сделано Песковым в то время, когда ни о каком вступлении Украины в Европейский Союз никто всерьез в Москве не задумывался. Они были убеждены, что реальной независимости Украины остались считанные дни, а новое пророссийское марионеточное правительство само изменит геополитический курс Украины и откажется от идей евроинтеграции. Так почему же в таком случае не показать великодушие Москвы, которая печется исключительно о вопросах своей безопасности и озабочена лишь приближением к своим границам агрессивного блока НАТО? Теперь, когда в Москве убедились, что операция провалена и лишить Украину суверенитета не удастся, пошла коррекция своей позиции. По всей видимости, в Москве уже задумываются добиться хотя бы одной из декларируемых целей – выход на административные границы Луганской области, а дальше постараться укрепиться на всех захваченных территориях и перевести военные конфликты в переговорный процесс. Не исключено, что такой сигнал из Москвы был послан и на Запад в очередном телефонном разговоре между Макроном и Путиным. Наверное, поэтому из Берлина и Парижа все громче слышны призывы, что этот конфликт возможно решить исключительно политико-дипломатическим путем. Наверняка в этом же контексте прозвучало и заявление Макрона о том, что Украине к членству в Европейском Союзе нужно пройти непростые десятилетия. В итоге заявление Дмитрия Полянского говорит о том, что в Кремле понимают, в результате военной операции решить украинский вопрос не удалось, поэтому приходится готовиться к очередному длительному периоду противостояния с Киевом в политико-дипломатической и экономической войне. И давать возможность Украине получить такое существенное преимущество, как членство в Европейском Союзе, в Москве не собираются. Как бы смешно это ни было слышать от страны, на глазах утрачивающей статус регионального лидера, чьего министра иностранных дел по Душанбе гоняют павлины.